Добрый день, друзья! Я Владимир Козловских. Это канал «Золото, валюта, богатство». Мы продолжаем выяснять вопрос о том, что же на самом деле является деньгами, которые наиболее качественно позволяют сохранить то, что мы заработали. Мы продолжаем рассматривать пока трех претендентов – доллар, золото и рубль. Но пока будем концентрироваться на долларе и золоте. Также в этом ролике мы посмотрим на связь золота с крупнейшими кризисами и на его роль в этих кризисах и в тех процессах, которые их сопровождали. В прошлом ролике мы выяснили, что доллар за последние 50 лет упал к золоту в 50 раз, а это примерно 7,8% в год по сложной ставке. Также мы в прошлом ролике, исходя из обеспеченности доллара золотом и истории этого вопроса, оценили максимальный экстремальный потенциал роста золота примерно в зону 5-7 тысяч долларов за унцию. Это в случае, если попутно не будет большой эмиссии бакса. Если эмиссия существенно увеличится, то и эта оценка экстремальной девальвации сильно изменится в сторону увеличения. Еще раз хочу акцентировать ваше внимание. Это не прогноз того, что завтра или через месяц произойдет. Это оценка экстремальной возможной девальвации доллара к золоту, где начнут работать фундаментальные ограничения. То есть эту оценку нужно рассматривать как ограничение, превышение которого маловероятно по фундаментальным причинам. Но поскольку стоимость, а значит и цены, зависят от нескольких факторов, и зависимость это очень непростая, то возможно превышение этих экстремальных значений. Причем происходить это может достаточно надолго. Например, сейчас стоимость рубля к доллару на бирже выше своей равновесной цены, обеспеченной резервами, примерно в 2 раза. Равновесный курс рубля к доллару находится в области 25-35 рублей за доллар уже лет 10. И с начала 2000-х никогда не поднимался выше биржевого. А золотом последние несколько лет рубль обеспечен на 50-70%. Отметьте, что те 7,8% в год, на которые доллар в среднем падал к золоту в последние 50 лет, это сложная ставка. А это означает, что если вы все эти 50 лет хранили доллары на депозите и не забирали проценты, а присоединяли их к депозиту, то но средняя ставка у вас была ниже, чем 7,8% годовых, то у вас денег меньше, чем у того, кто просто находился все это время в золоте. При этом вы еще и платили налоги с процентов по депозиту. Все это и материал в ролике предисловии к каналу, ссылка на него в конце ролика, где мы бегло посмотрели на американскую недвижимость в долларе и золоте, зародило в нас небезосновательное сомнение в том, что настоящими, более качественными, средне- долгосрочными деньгами является золото. Подчеркиваю, пока у нас только сомнения. В этом ролике мы продолжим выяснять вопрос о том, что больше всего подходит на роль денег. Постепенно мы покажем и докажем, что на самом деле именно золото является настоящими деньгами, сохраняющими стоимость. И что именно в золоте нужно смотреть на все рынки, чтобы правильно понимать то, что на них происходит. А самое главное, вовремя предвидеть то, что произойдет на них дальше. И спокойно и вовремя защитить свои ресурсы и правильно их перераспределить. Нынешняя ситуация энергетического кризиса в Европе и мире является хорошим примером того, что, смотря на рынки в девальвирующихся валютах, невозможно адекватно оценить ситуацию и правильно определить причины, приведшие к кризису. И, соответственно, невозможно выработать адекватные меры по разрешению противоречий, которые к нему привели. Через несколько роликов мы эту ситуацию разберем отдельно на примере газа в золоте и валютах. Постепенно мы сформируем всю картину в золоте. Будем ее обновлять, комментировать и давать прогнозы и рекомендации. Мы избрали не самый легкий и быстрый путь. А именно, мы хотим не просто голословно утверждать, а доказывать предлагаемые подходы на реальных примерах. Но для того, чтобы убедительность была максимальной, иногда я буду себя вести не очень гуманно. И для аргументирования своей позиции буду показывать, к каким реальным потерям ведет игнорирование нашей точки зрения. Сейчас будет пример именно такого не очень толерантного эксперимента. Давайте посмотрим не на стоимость золота в долларах, а на стоимость доллара в золоте.
Смотрим этот график. График, как обычно, масштабный. Одна свеча, 1 год. Подчеркиваю, здесь цена доллара в золоте. Здесь она с 1973 года. То есть график отражает стоимость доллара США в унциях золота. Но на этом графике стоимость не $1 в золоте, а $2000. То есть я просто весь график стоимости $1 в золоте умножил на 2000. И в текущий момент в $2000 примерно 1 унция золота. Вот это место. Такое представление может нам пригодиться в будущем, когда мы будем сравнивать качество различных валют. Ну а если вам нужно конкретное содержание золота в $1 сейчас, то значение на правой или левой шкале, вот здесь или здесь, нужно просто разделить на 2000. Сейчас же нам важна не конкретная цифра, а динамика. Смотрим в 1973 год. В $2000 у нас 31 унция. Сейчас примерно 1,12. То есть доллар с 1973 года упал в 30 раз. Смотрим дальше. В 2001 в $2000 у нас 7,17 унций золота. В 2008 в $2000 было 2,26 унций золота. В 2015 в $2000 1,88 унции. То есть это значит, что сейчас доллар в 7 раз дешевле, чем в 2001. В 2 раза дешевле, чем в 2008. И на 70% дешевле, чем в 2015. Беспокойство, которое вас могло охватить при взгляде на этот график и цифры, имеет в основном психологические причины. Произошло примерно следующее. Если раньше вы смотрели на график золота и видели рост цен, пусть даже ретроспективный, и ничего не делали, то вы оценивали эту ситуацию на рынке и ваше бездействие как упущенную выгоду. Это обидно, но не опасно. Сейчас же вы смотрите на график и подсознательно ощущаете, что если у вас есть доллары, и вы сейчас ничего не делаете, то вы теряете. Я прошу вас успокоиться. Я не дешевый торговец золотом и не агитирую вас хватать мешки, потому что вокзал отходит. Не нужно этого делать. Мир, в общем-то, дружелюбен и полон богатств. Но рыночная среда, в которой мы действуем, не всегда бывает гуманной. Это достаточно конкурентная среда, одно из предназначений которой – естественный отбор. Я на рынке со времен ваучеров. И недостаток именно тех знаний и навыков, о которых я вам сейчас рассказываю, более 20 лет назад привел меня к потере собственного банка и проблемам для многих людей. График доллар-золото я привел вам в таком перевернутом виде только с одной единственной целью. Чтобы предложить посмотреть на ситуацию под иным углом зрения. Иногда для дела бывает полезно выйти из зоны комфорта, то есть из зоны безмыслия и бездействия, и попытаться осмыслить формирующиеся вокруг нас противоречия, пока они сами не начали осмысливать нас. В дальнейшем, без особой нужды, я не буду пользоваться такими перевернутыми графиками, как мы только что смотрели, поскольку это будет путать вас, если вы будете смотреть на обычные традиционные графики где-то на других информационных ресурсах. Но этот ролик теперь останется в сети, и если у вас для чего-то возникнет необходимость посмотреть на этот перевернутый график, то вы всегда можете вернуться к этому ролику и глянуть на него. На самом деле потеря той ситуации, которую мы сейчас посмотрели на нашем перевернутом графике, конечно же, есть. И в дальнейшем они будут все более реальными. С высокой вероятностью они будут расти, если ничего не делать. Но проявятся они не мгновенно, а в виде долларовой инфляции. Сейчас она, по разным оценкам, от 5,7 до 20-25% в год.
Первые признаки ее экстремального проявления – текущий энергетический кризис и скачок цен на газ и электричество. Новостями мы сейчас в основном акцентированы на росте цен на газ и электричество в Европе и Англии. Но аналогичная ситуация в Китае, Японии, всей Юго-Восточной Азии. Пока в меньшей степени в Южной Америке и части Ближнего Востока. Позже, когда будем смотреть на энергетику в золоте, мы покажем, что это пока удачная попытка экспорта инфляции из Штатов союзникам и партнерам. Там мы нарисуем возможные сценарии развития ситуации и стратегии поведения. В этом ролике мы продолжим выяснять то, насколько доллар годится на роль денег по сравнению с золотом. Но с учетом того, что вы уже видели в предыдущих роликах, и в этом, наверное, это нужно перефразировать так. Мы будем выяснять то, насколько доллар не годится на роль денег по сравнению с золотом. В 90-е годы Западу, и в первую очередь США, было необходимо сконцентрироваться на внутренней реформе, на исправлении дисбалансов, о которых мы говорили в прошлом ролике, и подготовке к прорыву в новую ядерную техноэнергетическую эпоху. Но был выбран иной путь. Путь кредитной и инвестиционной экспансии в рамках углеводородно-молекулярной техноэнергетической эпохи. Одним из ее результатов является начавшаяся в 2001 году волна девальвации доллара к золоту, как, впрочем, и других валют. На мой взгляд, в 90-е Запад, и в первую очередь США, совершили стратегическую ошибку в управлении направлениями развития технологий и общества. Вместо того, чтобы ускорить подготовку к переходу в новую ядерно-техноэнергетическую эпоху, а на ее основе в термоядерную эпоху и космическую эру, и этим создать возможности для фундаментального расширения ареала обитания человечества, был выбран усеченный план. План перехода только в 5-й и 6-й технологические уклады на основе исчерпавшей все свои резервы эффективности углеводородно-молекулярной эпохи. А далее двигаться на основе еще менее эффективных Солнца и ветра. Это долгосрочный план. Он разрабатывался с конца 50-х годов прошлого века. Сегодня ситуация аналогична тому, что происходило в 17-18 веке при становлении капитализма. В 17-18 веке способ производства отличался от античного только чуть более усовершенствованной и сложной механизацией и социально-экономическим изобретением капитализма наемным, то есть более квалифицированным трудом. Он заменил более простой и в массе своей менее квалифицированный рабский труд. Но несмотря на это бесспорно важное новшество, основной источник энергии для производства был практически тем же – механическая сила рек, ветра, животных и людей. Хорошо известно, что уровень потребления рабовладельческих Рима II-III века и Византии XII-XV веков в Европе был достигнут только к концу XVIII – началу XIX века. Централизованная канализация, которая была в Риме и Константинополе, в Париже появилась только в XIX веке. Прорыв начался только во второй половине XVIII века, с началом эпохи угля и пара, когда в производство стали массово входить новые источники энергии – тепловые машины в виде паровых двигателей. И далее, когда во второй половине XIX века началось внедрение двигателей внутреннего сгорания. Более ярко эти переходы будет видно, когда мы будем смотреть в золоте товары и индексы. Но некоторые моменты видно и можно пояснить только на поведении золота в долларе. Давайте посмотрим это на графике. Это график доллар-золото периода с середины 19 до середины 20 века. Сейчас мы смотрим очень масштабный график. Одна свеча 2,5-3 года. Вот здесь в период 1860-1870-х годов на смену углю и пару проклюнулась новая техноэнергетическая эпоха, углеводородно-молекулярная. В 60-70-х годах в Штатах методом гражданской войны и кредита происходила консолидация нефтяных активов. Выражаясь современным языком, южанам тогда в нефтянке под лозунги борьбы за права черного человека сделали инклюзивный капитализм. Вот здесь, в начале 60-х, вот здесь, было разрушение активов войной, эмиссия доллара и его ослабление и заградитовывание владельцев порушенных активов.
А со второй половины 60-х, вот отсюда, началось повышение ставок, усиление доллара и поглощение нефтяных стартапов и прочих интересных активов. В 70-х, 80-х монополизация нефтянки в основном закончилась. Быстро росло потребление нефти в США и начался раздел внешних рынков нефти. Это период конца 19-го, начала 20 века. Это был период бурного роста экономики США. Доллар к золоту весь этот период был стабилен. Когда экономика растет естественным и органичным образом, хватает всем. И нет необходимости в изображении ее роста при помощи девальвации. Это лишний раз нервирует народ. Медные бунты были испокон веку. Подмешивание в средние века к золотым деньгам медных – это как раз и есть эмиссия и девальвация в одном флаконе. Нефть, как более компактный и с большей плотностью потока энергии источник, породила несколько новых технологических укладов. Они начали формироваться в конце 19-го, начале 20 века, такие как автомобили, самолеты, нефтехимия. В силу высокой капиталоемкости для своего развития они требовали более широких рынков сбыта. Возможность расширения рынков в начале 20 века была ограничена политическими границами существовавших тогда империй – Великобритании, Франции, Австро-Венгрии, России, Османской империи, Германии. Период с середины 19 века по Первую мировую войну – первый этап формирования углеродно-молекулярной техноэнергетической эпохи. Это этап интенсивного развития. На основе эпохи стали возможны и создавались новые технологии и технологические уклады. К началу десятых годов XIX века общий облик новой техноэнергетической эпохи и ее укладов был в основном сформирован. Но потенциал интенсивного, то есть технологического развития на базе разделенных и освоенных к тому времени рынков сбыта был уже исчерпан. В нулевых годах 20 века прошла череда поглощений через кредитные кризисы. Это приводило к локальным, как вот здесь, к локальным краткосрочным усилением доллара, поскольку основным инструментом поглощения был долларовый кредит. К началу десятых годов потенциал снижения себестоимости производства за счет технологических факторов и поглощений был исчерпан. Оставалось только два инструмента. Либо расширение рынков сбыта, либо снижение стоимости труда. Прибыль – это святое и цель. Ее трогать нельзя ни в коем случае. Если немного отойти от бухгалтерско-экономического представления структуры цены товара и взглянуть на нее с точки зрения производственно-технологической сущности процесса формирования стоимости, то цена, за исключением процентов по кредиту, по большому счету состоит из трех компонентов: затраченной энергии, живого человеческого труда и прибыли. Любой компонент себестоимости в бухгалтерско-экономическом представлении, включая материалы, налоги, земельную ренту и так далее, можно представить в виде трех составляющих: энергии, труда и прибыли. Стоимость энергии, то есть энергоэффективность техноэнергетической эпохи, ограничивается физическими законами, лежащими в ее основе. А спорить с законами физики – это все равно, что прыгать с небоскреба без парашюта с криком «Я не верю в силу тяжести и закон всемирного тяготения». Соотношение между энергией и трудом, то есть производительность труда, после формирования основного облика энергетической эпохи также ограничено физикой и меняется далее эволюционно через технологии снижения энергоемкости производства, то есть нудно и медленно. Поэтому к десятым годам 20 века для увеличения прибыли осталось всего две возможности: либо удешевление труда, то есть усиление эксплуатации, либо расширение рынков продаж. Усиление эксплуатации было чревато ростом революционных настроений. Углеродно-молекулярная техноэнергетическая эпоха по фазе своего развития находилась примерно в таком же состоянии, как и эпоха угля и пара в первой половине XIX века.
Именно следствием этой фазы ее развития и была максима: по Европе бродит призрак, призрак коммунизма. Поэтому более приоритетен был путь передела рынков. А способов переделать рынки, кроме как войной, тогда не было. И, кстати, пока нет и до сих пор. Поэтому по старинке опять затеяли войну. Вот здесь. В 1913. По ее результатам Россия резко сократила свою 50% долю рынка нефти в пользу бенефициаров войны. В основном в пользу США. Но при этом призрак коммунизма из Европы забрел в Россию. И существенно обновив элиты, он сделал то, что потом называли советским экономическим чудом, а позднее китайским. В результате войны существенно были разрушены производственные активы конкурентов США в Европе, и появилось поле для первой кредитной экспансии туда доллара. Но главная задача – кардинальный передел рынков сбыта Британии в пользу США – решен не был. Поэтому потенциала, полученного в результате войны, то есть доли рынка нефти, принадлежащего России, части рынков европейских стран и части рынков их колоний, хватило всего на 10-15 лет экстенсивного расширения. Тем не менее, труд в этот период не трогали. Экономика росла за счет экспансии на новые рынки. Кстати, вот это падение золота в 1920-м, вот оно. Это послевоенный кредитный кризис, удобренный эпидемией испанки и сделанный для избавления от собственности не вписавшихся в рынок военных лет неэффективных собственников. Благо, выпуск кредитного оружия к этому времени ФРС освоила в полный рост. К концу 20-х потенциал военных трофеев исчерпался. На кредитном кризисе конца 20-х произошли новые поглощения. Вот два скачка усиления доллара, то есть падение золота конца 20-х. В отсутствие возможности расширения рынков для сохранения нормы прибыли в начале 30-х пришлось задействовать второй механизм – снижение стоимости труда. В финансовой истории золото это записало как почти двукратную девальвацию к нему доллара в 1933 году. Вот она. В экономической теории это событие записали как Великую депрессию. Но в реальной жизни сокращение стоимости труда вылилось в сильное сокращение реального потребления, разорение и поглощение мелкого и среднего бизнеса. Термин «инклюзивный капитализм» тогда еще не придумали, но это был примерно он. Здесь очень удобно объяснить роль золота в объемах потребления и в экономических расчетах. Для этого вспомним рассмотренную нами чуть ранее структуру цены как состоящую из энергии, труда и прибыли. Труд – это фактически тоже энергия, но только человеческого труда. Мы пока не будем вдаваться в нюансы различий между умственным и физическим трудом. Это сейчас не важно. Так вот, что такое кусок золота? Это просто работа, то есть энергия, потраченная на то, чтобы из горки грунта вытряхнуть этот кусок золота. И эта энергия – это чисто физическая величина. Она будет зависеть от твердости грунта и концентрации золота, то есть от качества месторождения. Но статистически будет некоторое среднее значение по миру. И совершенно не важно, то, в какой форме эта энергия будет потрачена – в виде человеческого труда или в виде механизированных и автоматизированных технологий. Потраченная энергия будет примерно одной и той же. Различие лишь в том, что энергия, используемая в промышленных технологиях, дешевле человеческой энергии. Это и есть критерий применимости любой технологии взамен ручного человеческого труда. Поэтому кусок золота – это просто мера энергии, потраченной на его изготовление. Поскольку он не портится и энергоемок, то есть почти не требует энергии для сохранения и переноса его до определенных размеров, удобно таскать с собой в кармане и предъявлять для обмена на что-то другое, как свидетельство выполненной полезной работы.
Если, конечно, все договорились об этом. Несколько тысяч лет назад примерно это и произошло. Еще раз подчеркну, кусок золота – это мера именно полезной работы. Потому что так договорились и потому что он для этого удобен. Постепенно методом торговли при обмене товарами устанавливаются соотношения, близкие к обмену примерно равными объемами труда, затраченным на их изготовление, то есть примерно равными объемами энергии. Иначе одна из обменивающихся сторон не выживает. То есть происходит естественный отбор. У Маркса это называется эквивалентный обмен. Золото начало выступать посредником в качестве денег, когда началось разделение труда, появились большие излишки продукции и объемы торговли увеличились. Но заметьте, природа эквивалентности золота стоимостям других товаров трудовая, то есть энергетическая. Поэтому, когда наш труд или наши резервы вдруг начинают стоить в золоте меньше на 15-20%, с высокой вероятностью, с течением времени, в горизонте нескольких лет уменьшится и их покупательная способность на соответствующую величину. Иначе золотодобытчики бы разорились. Почему через некоторое время? Так это же основной закон менеджмента персонала. Живую лягушку нужно варить медленно, иначе она выпрыгнет. Именно такая девальвация доллара к золоту и произошла в 1933 году. Смотрим еще раз. Вот эта девальвация доллара к золоту. Рабочие часы, то есть энергия труда, оплачиваются долларами. А они к золоту тогда упали. И в абсолютном соответствии с только что разобранной нами энергетической ролью золота в обмене товарами в 30-х годах потребление в Штатах резко упало. Сначала оно падало по дефляционному механизму через прямое сокращение потребления. А после девальвации доллара к золоту включился инфляционный механизм. То есть произошло фактическое удешевление труда. Мелкий и средний бизнес тоже, извините за выражение, сильно инклюзировался. Напомню, что нашей целью не является какая-то абстрактная академическая истина о роли золота в денежном обращении или победы в споре с монетаристами. Мы преследуем сугубо практическую цель. Ищем инструмент, который наиболее хорошо сохраняет стоимость. В прошлом ролике у нас уже зародилось сомнение, что золото больше для этой роли подходит. А сейчас мы просто сравниваем доллар и золото. При этом попутно мы рассматриваем и пытаемся объяснить события, которые происходили при их колебаниях. Но это только объяснения. Они не имеют никакого отношения к анализу динамики рынков и прогнозу. Как я уже говорил раньше, обычно все подобные объяснения возможны только задним числом. И только в качестве объяснений. И только на очень больших масштабах. Но иногда, как сейчас, они полезны для понимания связи между основными механизмами. Когда в конце 20-х годов, примерно вот здесь, Банк Англии закрыл от США свои рынки, это стало спусковым механизмом для начала Великой депрессии и укрепило американских абонентов в необходимости большой разборки. Но настоящей причиной кризиса было исчерпание резервов, повышение производительности труда при невозможности расширить рынки. А повышение производительности труда, как мы помним из нашего представления цены в виде энергии и труда, это увеличение доли энергии в себестоимости по сравнению с живым человеческим трудом. То есть еще раз, необходимо для того, чтобы производительность труда повысилась, необходимо увеличить долю энергии по сравнению с трудом в себестоимости продукции. Девальвация доллара к золоту и стагнация производства начала 30-х, вот здесь вот, фактически завершает первый цикл развития углеводородно-молекулярной техноэнергетической эпохи. То есть весь вот этот цикл. Поскольку и новая техноэнергетическая эпоха даже не маячила на горизонте, а темпы снижения энергоемкости производств не поспевали за жадностью, единственным способом выхода из кризиса был опять передел рынков сбыта. Масштаб необходимого передела предполагал войну, причем приличную. Американцы мастерили войну в первую очередь для Англии. Англичане пытались ее перевести в войну с СССР с Европой во главе с Германией. Япония охотилась за Китаем и претендовала на Юго-Восточную Азию.
на что американцы сделали нефтяное эмбарго и сильно осложнили жизнь. Продолжавшийся с начала 30-х кризис вел к внутренней дестабилизации стран и к ожесточению в ответ на это режимов управления. К концу 30-х систем электронного слежения еще не было, поэтому половина режимов в Европе было фашистскими. В США ставка налога на доходы свыше $1 миллиона поднялась до 75%. Иной с точки зрения экономики была ситуация только в СССР. Он фактически быстро завершал эпоху угля и пара и переходил в углеводородную эпоху, импортируя попутно соответствующие технологические уклады. Примерно похожий процесс наш сегодняшний резерв развития на фоне наметившегося общего спада. Именно об этой возможности говорит постоянно Михаил Хазин. Вторая мировая никак не повлияла на курс доллара США к золоту. Все ровненько. По результатам этой войны США получили контроль над рынками Западной Европы, Японии и над большинством колониальных рынков, ранее контролировавшихся Великобританией. Продукция новых технологических укладов, созданных в рамках углеводородно-молекулярной техноэнергетической эпохи в 30-х и 40-х годах, получила дополнительный сбыт. Рост экономики США, начавшийся в конце 30-х, продолжился. До конца войны он был восстановительным, компенсируя падение начала 30-х, но сразу после войны преодолел эти значения. Бреттон-Вудские соглашения 1944 года сделали доллар мировой валютой, расширив для него кредитные рынки. Ресурсов новых рынков для второй фазы расширения углеводородно-молекулярной эпохи хватило до 60-х годов. К этому моменту расширение достигло границ рынков, контролировавшихся СССР. Никита Сергеевич Хрущев примерно в это время обещал всем Кучкину мать и для убедительности стучал ботинком по трибуне в ООН. Новая ядерная техноэнергетическая эпоха уже обозначилась. Но ресурсы и СССР, и США, которые могли быть направлены на формирование новой техноэнергетической эпохи, поглотила навязанная США гонка вооружений. Таким образом, в условиях невозможности расширения рынков и отсутствия возможности снижения стоимости энергии, себестоимости продукции, опять остался один единственный выход – снижение стоимости труда. То есть очередная девальвация доллара к золоту. Вот она на графике. Этап новой девальвации доллара к золоту с целью снижения стоимости труда начался в конце 60-х годов. Вот здесь. В прошлом ролике мы его разбирали. Он продолжился до начала 80-х. Вот до сюда. Как вы увидите позже, когда мы будем смотреть индексы и ВВП в золоте, реальное падение экономики США, если ее состояние отражать в тех же единицах, в которых оно отражалось в 30-х годах, было еще более масштабным, чем во времена Великой депрессии. Как вы увидите далее, аналогичные, но менее выраженные процессы проходили и в СССР. Как вы уже поняли, причина у кризисов и СССР, и США была одна и та же – исчерпание возможностей повышения производительности труда в рамках углеводородно-молекулярно-технологической эпохи из-за достижения ее границ энергоэффективности. Масштаб реального удешевления труда в 70-х кратно превосходил масштаб 30-х. Если в 30-х доллар девальвировался к золоту чуть менее чем в 2 раза, вот здесь вот, то в 70-х он девальвировался в 20-30 раз. Вот, примерно вот так. Эта разница отразила то, что резерв увеличения энергоэффективности, а значит и снижения себестоимости в рамках углеводородно-молекулярной техноэнергетической эпохи практически не осталось. Перенос в 60-х годах производств в Юго-Восточную Азию, в Японию, Южную Корею и Тайвань был также направлен на снижение стоимости труда. Как уже говорилось в предыдущем ролике, потребительские кредиты в США в 80-х были призваны отсрочить снижение уровня потребления.
Но по своей сути это были временные меры. Советские рынки и перенос производства в Китай позволили США еще раз расшириться в рамках старой техноэнергетической эпохи. Вот здесь вот это произошло. Вот в это время. Но к началу 2000-х этот потенциал был уже исчерпан. Вот к этому времени. Поэтому потребовался новый этап снижения стоимости труда и началась новая волна девальвации доллара к золоту. Сейчас мы находимся в развитии этой волны, но пока еще не было реального сокращения потребления на Западе. Вот она, эта волна. В начале 2000-х она началась, сейчас мы находимся вот здесь. В 90-х это сокращение потребления произвел советский лагерь. И часть этого потребления была дана взаймы западному потребителю. Подчеркиваю, часть этого потребления была дана взаймы финансовым сектором, займы западному потребителю. Сейчас подобного демпфера, кроме самого Запада, нет. Поэтому экономическое сотрудничество западных партнеров в ближайшее время может приобрести традиционный для них характер легкого экономического каннибализма. Историю с французским контрактом на подлодке можно считать пробой пера. И, наверное, можно начинать спорить о том, являются ли способы борьбы за антиковидные маски, разработанные на Западе пару лет назад, прообразом технологий борьбы за энергоносители в случае неожиданного наступления зимы. А в Брюсселе, как и в позднем СССР, зима теперь наступает неожиданно. Ограничение для роста экономик, связанное со стоимостью энергии, фундаментальное. И оно определяется энергетической эффективностью технологий получения энергии, лежащих в основе техноэнергетической эпохи. Поскольку мы до сих пор живем в рамках той же углеродно-молекулярной техноэнергетической эпохи, это ограничение продолжает действовать. Оно и антропогенные факторы приостановило в 70-х, 80-х формирование в СССР и на Западе пятого технологического уклада, связанного с робототехникой. Но в меньшей степени оно повлияло на его менее энергоемкую цифровую часть. Аналогично пятому укладу проблема энергоэффективности возникает и при развитии шестого уклада, который формирует технологии почти на молекулярном уровне. В силу фундаментальных физических причин энергетическая проблема возникает в нем еще более масштабно. Проиллюстрировать ее можно примерно так. Те же причины, по которым невозможно было создать самолет, используя тяговую силу лошади, ограничивают развитие многих нанотехнологий и роботизированных систем. Энергетическую проблематику на уровне разработки технологий Россия решила, вернувшись к советским наработкам в области замкнутого ядерно-топливного цикла и, продолжив их, вышла на уровень создания опытно-промышленного образца. Сейчас в Томске создается 300-мегаваттный прообраз будущей энергетики мира, у которой запасы сырья уже сейчас на 2-3 тысячи лет. Это атомный реактор на быстрых нейтронах с замкнутым ядерно-топливным циклом. Солнечная и ветряная генерация имеют коэффициент энергоэффективности меньше единицы. Это означает, что за весь цикл создания, эксплуатация, утилизация такой установки расходуется энергии больше, чем она может выработать. То есть эта схема генерации не воспроизводится, если не потребляет дополнительной энергии извне. Извне должны поставляться генераторы, изготовленные с использованием углеводородной энергии и обложенные углеводородным налогом. Энергоэффективность солнечной и ветровой генерации ниже не только, чем у углеводородной, но и ниже, чем энергоэффективность человека. То есть ниже, чем энергоэффективность рабовладельческого строя, основанного на энергии ручного труда человека. Неорабовладельческий строй – это теоретический предел падения по результатам начинающегося кризиса экономик тех стран, которые пойдут в рамках этой энергетической парадигмы. Третья с 30-х годов волна удешевления труда, начавшаяся в начале 2000-х новым этапом девальвации доллара к золоту,
должна была с помощью глобализации дополняться расширением рынков и поглощением производителей. Поглощение производителей – очень важный момент. Это инклюзия производителей и собственности. Гипермонополия и работодателя, и владельца рынков позволила бы существенно сократить и стоимость труда и снизить потребление основной части населения, оставив сверхпотребление для управляющих инклюзивностью. Это цель инклюзивного капитализма. Но глобализация не задалась по причине крайнего несогласия с ее сценарием России и Китая, и по причине наличия у них более чем убедительных для этого военных аргументов. Потенциальное снижение потребления от двух волн снижения стоимости труда, от волны снижения 70-х и от начавшейся в 2000-х второй волны, пока прикрыто и приторможено висящими на населении, бизнесе и государствах кредитами. Идеологическим обоснованием предполагаемого резкого снижения потребления основной массы населения является инклюзивный капитализм, опирающийся на неомальтузианизм и экстремистскую зеленую повестку. Основная причина появления этого сценария – неспособность стоящих за ним элит обеспечить переход в новую техноэнергетическую эпоху. Но источника расширения рынка сбыта или снижения стоимости труда в виде новых Китая или Индии нет. А поскольку Россия, Китай и Индия отказываются, то инклюзивный капитализм, по всей видимости, будет реализован только в западной зоне ответственности. В этом случае, в силу существенного сокращения рынков и по этой причине необходимости очень сильного сокращения потребления, а также по причине его энергетической невоспроизводимости, инклюзивный капитализм на базе зеленой энергетики очень быстро приобретет черты неорабовладения, а если сильно повезет, то и неоканнибализма. Текущий скачок стоимости электроэнергии и газа можно рассматривать как пробу пера в сокращении потребления и движении в этом направлении. Но переделить зону ответственности – это не поле перейти. В прошлый раз, в первой половине прошлого века, для передела сфер влияния потребовалось две больших войны, не считая Крымской. Война всегда решает политические задачи. Политические задачи диктуются интересами. А они, как правило, экономические. Сейчас сложилась парадоксальная ситуация. Единственным заинтересантом, обладающим конкурентоспособными товарами, для которых необходимо расширение рынков, является Китай. Он пока эксплуатирует затухающее преимущество дешевой рабочей силы, но интенсивно ведет разработки по нескольким направлениям для смены энергетической парадигмы. Пока он не первый на этом пути. Первое место пока у России. Но Китай, пожалуй, уже как минимум не четвертый и не пятый. Штаты попытались объединить рынки и производство мира в единую систему. Но фундаментальные ограничения энергоэффективности углеводородно-молекулярной техноэнергетической эпохи не позволили им это сделать. Энергии этой эпохи, доступной для трансформации мирового сообщества, просто недостаточно. Энергия, которую уже поглотил и аккумулировал социум, больше, чем та, при помощи которой его пытаются сжать. Ядерный комплекс США находится в ускоряющейся деградации. Полностью отсутствует собственное обогащение урана. Последняя попытка повторить российскую технологию провалилась в начале десятых годов. Это теоретически может привести к тому, что Штаты добровольно-принудительным образом могут существенно ядерно разоружиться, выковыривая оружейный уран из бомб и пуская его на энергетические цели. В определенный момент это может стать единственной безальтернативной стратегией поведения для стабилизации ситуации. Сейчас Билл Гейтс взялся за проект повторения, на мой взгляд, не очень удачной южнокорейской технологии реактора на быстрых нейтронах. То есть он начал пытаться создать технологический задел для возможной экспансии в новую техноэнергетическую эпоху. Каждая техноэнергетическая эпоха рождала и становилась кормовой базой для новой волны глобальной элиты. Технологические уклады в рамках эпохи структурировали эти элиты. Посмотрим, удастся ли Биллу Гейтсу решить задачу Лаврентия Павловича, опираясь на носители компетенций, произведенных Болонской системой образования. Германия, аналогично Штатам, находясь в рамках ограничений углеводородно-молекулярной техноэнергетической эпохи, не только не имеет мировых амбиций, но и не знает, как удержать, да объединить и выстроить Европу. Уничтоженная собственная ядерная энергетика и переход к зеленой
По обозначенным выше нами причинам это прямой путь к регрессу. Теоретически вплоть до неорабовладения и неоканнибализма. Полагаю, что это прямое следствие продолжающейся оккупации Германии. Все это, похоже, на интуитивном уровне чувствует Восточная Европа и начинает упираться. Чем думать и чувствовать у них осталось. Советский Союз, в отличие от Брюсселя, мозги в Восточной Европе не вышибал и пассионарность, извините за нецензурное выражение, мультигендерностью не глушил. Наиболее качественные исторические, научно-технологические позиции в Европе для перехода в новую ядерную техноэнергетическую эпоху у Франции. Она, собственно, его уже и начала несколько десятков лет назад. Но есть один нюанс. Это разомкнутый ядерно-топливный цикл с такими же ограничениями по сырью, как углеводородный цикл. Поэтому необходим технологический рывок к замкнутому ядерно-топливному циклу. Но поскольку много сил уходит на мультикультурную повестку, французский проект замкнутого цикла пока приостановлен. И не совсем понятно, остались ли у Франции на него научно-технологические и промышленно-экономические ресурсы. Япония, являясь, как и Германия, оккупированной страной, по приказу куратора также полностью лишилась промышленной ядерной энергетики. Подробнее мотивацию этого действия куратора мы покажем, когда будем смотреть уран в валютах и золоте. На сегодняшний день Япония наиболее уязвима в рамках углеводородной парадигмы. Именно ограничение этой углеводородной цепочки штатами в конце 30-х через блокаду, а в начале 80-х через ограничение доступа к американскому рынку приводило Японию к многолетней рецессии. Поэтому она наиболее заинтересована в прорыве в новую энергетическую эпоху замкнутого ядерно-топливного цикла. Япония ведет собственные исследования и разработки в этом направлении, но продвинутых технологических результатов практически нет. Японии нужны не Курилы по назиданию куратора и не бадания с Китаем и Южной Кореей, а избавление наконец-то от оккупации и интеграции в ЕАЭС. Тогда она более продуктивно поучаствует в создании и одной из первых получит доступ к новой техноэнергетической эпохе, а также ко всему пространству объединяющейся Евразии, а не каким-то жалким 4 скалам в открытом море. Особый вопрос Индия и Иран. Две древнейшие и богатейшие культуры мира. Обе страны не без успеха комплексно развивают собственную ядерную и космическую программы. И здесь более важно не первенство, а понимание правильности направления развития и накопления научно-технического потенциала. Отношения между Россией, Ираном и Индией имеют достаточно глубокие исторические, геополитические и геоэкономические корни. Но, по всей видимости, под комплементарностью наших стран, помимо экономических, политических и военных, есть более глубокие основания. Исходя из результатов ДНК генеалогии профессора Клёсова, славяне, персы и две верхних касты Индии, впрочем, как пуштуны и таджики, носители в ДНК одной и той же гаплогруппы R1A. Они потомки одного рода, возникшего около 24 тысяч лет назад на просторах между Алтаем и Байкалом. 3,5–4,5 тысячи лет назад этот этнос в районе Южного Урала, где в 90-х раскопали город примерно той же эпохи, Аркаим, распался на несколько ветвей. Часть ветвей двинулись на юг и в результате оказались в Персии и Индии, а несколько двинулись на запад, став родоначальниками славян. По всей видимости, именно этим объясняется такое глубокое сходство между древнеиндийским, древнеиранским и древнеславянским языками, а также достаточно сильная корреляция между мифологическими линиями и сюжетами этих народов. Но именно из этого материала и строится представление человека о мире и о его собственном месте и предназначении в нем. Наверное, и такой оттенок присутствовал в словах президента о разумном консерватизме, поскольку эти вещи создаются разумом, а из поколения в поколение передаются с помощью культур, пусть внешне, так и не похожих. Подчеркну, что речь идет не о присоединении кого-либо к кому-либо или куда-нибудь. Речь идет об объективном существовании в рамках объединяющейся Евразии нескольких самостоятельных и самодостаточных центров и точек зрения о строительстве большой семьи евразийских народов, которые уже имеют в таком строительстве тысячелетний опыт и пользуются для формирования цели этого строительства
похожими понятиями, расходясь, однако, иногда во мнении о материалах для этого строительства и очередности работ. О большой семье Путин, кстати, тоже упоминал. А единая точка зрения на используемые в строительстве материалы и очередность работ определяется проектом строительства, но именно для его разработки и реализации создан ЕАЭС. Помимо этого, во всех трех этих цивилизациях, впрочем, как и в китайской, в той или иной степени есть попавшие в разные времена и по разным сценариям тюркская составляющая, которая интегрировалась и влияла на них по-разному. Но в каждом случае стала их неотъемлемой частью. И если посмотреть на так называемую тюркскую дугу от Турции до Якутии под этим углом зрения, то она не разъединяющий Евразию клин, а одна из возможных скреп и сшивающих элементов, чем она и была во времена Великого Шелкового пути, пока к нему не приложили руку морские логистики. Наверное, в силу того, что для строительства единой семьи евразийских народов нужен надежный очаг, роль которого будет играть новая техноэнергетическая эпоха, блок экономической интеграции в Евразес возглавляет наш крупнейший в мире специалист в области технологических укладов и техноэнергетических эпох, академик Сергей Глазьев. Россия, формируя через замкнутый ядерно-топливный цикл новую техноэнергетическую эпоху, создает возможность альтернативного сценария выхода человечества из начинающегося кризиса падения эффективности капитала. Сейчас возможность расширения рынков сбыта кем-либо из участников минимизируется двумя причинами: высокой вероятностью военного конфликта с непредсказуемыми последствиями и недостаточностью энергии в рамках действующей техноэнергетической эпохи для создания и поддержания объединенных рынков в устойчивом состоянии. Поэтому возможно всего два выхода. Либо удешевление труда и, соответственно, сокращение потребления. Это парадигма инклюзивного капитализма в зеленом маск-халате с перспективой его трансформации в инклюзивный каннибализм на экономическом базисе неорабовладельческого строя. Либо удешевление энергетической составляющей через прорыв в новую ядерную техноэнергетическую эпоху. Именно это и делает Россия, параллельно формируя научно-технологические заделы для перехода в следующую термоядерную и субъядерную техноэнергетические эпохи, обеспечивая этим переход в новую эру великих космических открытий. И поэтому Россия устами президента просит тех, кто собирается идти другим путем, не лезть к нам и не мешать, спокойно демонстрируя убедительные, загодя подготовленные аргументы, почему этого не нужно делать. Это новая, более эффективная энергетика замкнутого ядерно-топливного цикла, конкурентное преимущество России, которое будет притягивать к ней партнеров по переходу в новую техноэнергетическую эпоху для выхода из текущего кризиса падения эффективности капитала. Фундаментальная агрессия некоторых западных кругов связана именно с этим преимуществом России. Причина этой агрессии – первенство России в этом прорыве в будущее человечества. Большая часть атомной промышленности России сосредоточена на Урале и в Сибири. Строящийся в Томске в рамках проекта «Прорыв» опытно-промышленный реактор на быстрых нейтронах – это энергетическая технология с практически неограниченной сырьевой базой, определяющая облик новой ядерной техноэнергетической эпохи мира. Если кто-то полагает, что ведет с нами гибридную или технологическую войну, то проект «Прорыв» – это наши сибирские дивизии под Москвой в 41-м, а может быть уже и под Сталинградом. Надеюсь, что вам был полезен и интересен наш ролик. Через несколько дней в следующем ролике мы рассмотрим глобальный прогноз сценариев по золоту. Если вы еще не подписаны на наш канал, то подписывайтесь, пожалуйста. Сбросьте ссылку на нас друзьям и знакомым, если считаете нас интересными. Желаю всем больших успехов и до встречи на нашем канале.